Всем привет! Сегодня мы приготовим пышное, эластичное, сдобное дрожжевое тесто. А в следующем видео приготовим из него синнабоны. Рецепт теста я решила вынести в отдельное видео, так как оно универсальное. Вы можете приготовить из такого теста абсолютно разную сдобную выпечку. Это и булочки, и ватрушки с разнообразными начинками и так далее. Для начала приготовим опару. В теплое молоко, примерно 40-50 градусов, добавляем сахар и дрожжи. Оставляем в сторону минут на 15 до появления пенки на опаре. Пенка означает, что дрожжи работают и можно продолжать приготовление. Если спустя время пенка так и не появилась, значит дрожжи не рабочие и тесто не поднимется. Нужно начинать этот шаг заново с использованием других дрожжей. Дрожжевое тесто любит, когда его замешивают из теплых продуктов, поэтому все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Далее к опаре добавляем яйца, размягченное сливочное масло, соль и перемешиваем. Затем частями вводим просеянную муку. Муку просеивать обязательно. При просеивании она насыщается кислородом, и от этого будет зависеть пышность выпечки. Также хочу заострить внимание на одном нюансе. Если вы делаете все правильно, но сталкиваетесь постоянно с тем, что дрожжевое тесто у вас плохо поднимается или оседает, вероятно, в вашей муке низкое содержание клейковины, то есть глютена. Глютен делает тесто эластичнее, выпечка получается воздушнее, не оседает и продлевает также свежесть готовых изделий. Поэтому вы можете добавить вместе с мукой глютен и сравнить результат. Ее можно купить на маркетплейсах, либо сделать из муки самостоятельно. Если вам интересно, как сделать клейковину самостоятельно, пишите в комментариях, и я сниму такое видео. Тем временем я уже вмешала почти всю муку, ее может понадобиться чуть больше или чуть меньше, это зависит также от качества муки, поэтому остатки муки добавляйте постепенно и смотрите на консистенцию теста. Даже если вы добавили всю муку, вам может показаться, что муки недостаточно, так как тесто будет липнуть к рукам, но не спешите добавлять муку, вымешайте тесто минут 7-10, и оно станет менее липким. Вот таким должно получиться тесто. Оно слегка прилипает к рукам, но кусочков теста на руках не остается. Так и должно быть. Если ваше тесто липнет очень сильно к рукам, чуть-чуть подпыляйте стол мукой и вымешивайте, пока не добьетесь нужной консистенции теста. Наше тесто готово. Смазываем чашу растительным маслом, кладем тесто и накрываем пленкой. Делаем дырочку для воздуха и ставим тесто на расстойку примерно на 1 час. Важно, чтобы это было теплое место, без сквозняков, например, у батареи или рядом с включенной плитой или приоткрытой духовкой. Спустя час тесто прекрасно поднялось. Посмотрите, какое оно получилось воздушное и пористое. И теперь из него можно формировать выпечку. После чего снова тесто нужно дать постоять в теплом месте, накрыв его пленкой или полотенцем, примерно 40 минут для того, чтобы тесто снова поднялось второй раз, а затем уже выпекать. Выпечка получается очень пышная, очень вкусная. В следующем видео приготовим с вами булочки синнабона, и вы посмотрите, какими аппетитными они получатся. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. И я желаю всем приятного аппетита. Пока-пока!